Всем привет! Сегодня мы сравним Banana 2 и GPT Image 2. Проверим, на что способна новинка и стоит ли она такого внимания. В обеих нейросетях можно получить крутой результат, если правильно составить запрос. Сравнивать их на одном и том же промпте не совсем честно. Поэтому главная задача данного видео – показать индивидуальный почерк каждой модели на ассетах разного типа, а также оценить точность следования запросам. Начнем с Banana 2. Сделаем сет из 4 иконок на заданную тему. Мой промпт стандартный. Команда, описание, стиль и негативный промпт. С первой попытки Banana выдает очень чистый, мягкий 2D рендер. Ощущение, что их рисовал художник вручную, даже без 3D-болванки. Единственный минус – типичная для этой модели низкая контрастность и блеклые цвета, ну и рюкзак чуть сложноват. А что покажет GPT? Ну, тут иконки явно сочнее и контрастнее. Сразу считывается глубокий 3D-объем, очень вкусный результат, сочные рефлексы. Чуть сложноват рюкзак, но это однозначно победа. Теперь проверим рендер по цветному скетчу. В банане я прошу не менять мой дизайн и цвета, и она справляется отлично. Никакой отсебятины, все очень точно до мелочей. В GPT по тому же скетчу результат тоже достойный, хотя местами потерялась пластичность форм. Далее попробуем увеличить одну иконку на отдельном изображении и потестируем прозрачность. Пытаемся извлечь свиток Banana 2 с помощью специальной команды. С первой попытки нейросеть не справилась, но со второй все получилось. Свиток не изменился, лишь поменялся наклон. А вот с прозрачным фоном возникла проблема. Banana 2 просто нарисовала шашечки, имитируя альфа-канал. GPT справился неплохо с извлечением иконки рогатки, правда немного изменил пропорции, при этом идеально вырезал иконку и сделал прозрачный фон. Переходим к персонажу. Промпт аналогичный. Команда, описание, стиль и негатив. Просто по описанию Banana выдает очень крутой результат, точно следует промпту, и мне очень нравится этот художественный ручной стиль. Но цвета, как обычно, хочется подтянуть. У GPT персонаж выходит более объемным и выразительным. Пропорции реалистичнее, детали мельче. Цвета очень сочные, на грани пережженности. Теперь потестим рендер перса по скетчу. Промпт тот же, но я поменяла стартовую команду. За счет подробного промпта Banana 2 повторяет все один в один, вплоть до дырочки на носке, а итоговый результат идеально совпадает со скетчем. Это отличный результат. У GPT тоже все неплохо, но есть проблема с освещением. Картинка выглядит пересвеченной. Итоговый рендер не до конца совпадает со скетчем при наложении. Давайте сравним на примере рендера персонажа. Теперь проверим, как модели справляются с позой по фотореференсу. Это непростая задача. Нужно перенести стилизованного персонажа в сложную позу реального человека. Banana 2 со второй попытки выдала хороший результат. Нет перетекания деталей с фото, неплохое попадание в позу. Пропорции стали более реалистичными, хотя в промпте я просила их не менять. GPT в этом тесте справился лучше. Поза соблюдена точнее, кроме поворота головы, а пропорции почти не изменились, хотя руки и ноги немного удлинились. В качестве референса можно использовать и куклу-болванку с сайта Mixamo. С ней Banana 2 сработала отлично, пропорции на месте, поза соответствует референсу. GPT тоже показал отличный результат, персонаж не изменился, а поза передана почти идеально. Далее проверим качество переодевания. Я прошу заменить текущий костюм на походную одежду, не прописывая стиль. Хочу посмотреть, как нейросеть адаптирует одежду под стиль картинки. Banana 2 справилась неплохо, сохранив стиль рендера, хотя детали на одежде стали слишком реалистичными по масштабу. GPT в этом плане ушел в микродетализацию еще сильнее, но дизайн костюма у него получился интереснее. Также потестим генерацию эмоций. Я попросила таблицу 2 на 2 с разными эмоциями. Banana 2 выдала очень эмоциональные и стилизованные варианты. Отличная работа. У GPT консистентность персонажа тоже сохранилась. Черты лица те же, но эмоции показались мне менее выразительными. Займемся пропсами. Давайте сделаем рюкзак. Я сделала подробное описание рюкзака в промпте.
У Banana 2 получился симпатичный лаконичный рюкзак с приятным 2D-рендером, который полностью соответствует описанию. GPT справился похуже. Рюкзак менее стильный, рогатка сливается с фоном, появились лишние складки, контрасты неприятные. Но описанию следовал четко. Посмотрим, как нейросети справятся с рендером рюкзака по скетчу. В этот раз результат банана мне нравится меньше, но все сделано в точности по скетчу. А вот у GPT рюкзак вышел вкуснее и объемнее. За счет того, что мой набросок был достаточно тусклым, ушла лишняя контрастность, и результат выглядит очень приятно. Проведем тест на замену детали. Я прошу заменить компас на кружку у рюкзака. Banana 2 справилась, хотя кружка выглядит более реалистично, чем нужно. У GPT кружка лучше попадает в стиль, но есть вопросы к геометрии, раскрытию эллипсов и положению ручки. Далее потестим генерацию разных ракурсов. Это супер полезно для концепт-арта и 3D. Banana 2 в целом справилась неплохо, но допустила ряд ошибок в расположении деталей. Посмотрим, что сделает GPT. Он тоже допустил ошибки, еще и вид спереди не фронтальный. Обе модели пока не дают стопроцентной точности, но это хорошая база, которую можно доделать руками. Далее поработаем над иллюстрацией. В промпте я пишу Match 3 Background, а не Illustration, чтобы получить более казуальный упрощенный фон. Итак, сделаем несколько генераций в банане. Стиль всех трех попыток примерно одинаковый, но лучше всего номер 3. Чистый и мягкий рендер, хотя цвета тут максимально жухлые. Мне очень нравится, что иллюстрации в банане выглядят очень натурально, без типичного нейросетевого мусора. У GPT картинки с первого взгляда вызывают вау-эффект, но при детальном рассмотрении видны нейросетевые артефакты и мусор. Свет сделан очень круто, но местами слишком пересвечен. Теперь поменяем время суток. Я попросила сделать закатное освещение. Banana 2 справилась на отлично, мягко, нюансно и аккуратно. А что GPT? Он выдал очень атмосферный, но сильно-сильно пережженный результат. Контрасты просто улетели в космос, хотя по цветам и свету выглядит эффектно. Последний тест – внедрение персонажа с рюкзачком в готовую сцену. Banana 2 сохранила консистентность персонажа, рюкзак на месте, но перс плохо вписан в среду, не сел в фон. Девочка выглядит выбеленной и прифотошопленной. Зато само окружение нейросеть не тронула, ни один листик не изменился и качество картинки сильно не просело. GPT же вписал персонажа по свету и теням намного лучше. Он буквально сел в картинку. Качество картинки тоже нормальное. Но есть жирный минус. GPT переделал весь фон в деталях. Положение листьев, формы, даже рожица на ведре стала другой. В целом картинка стала более дробной, увеличилось количество мусорных деталей. В финале проведем тест наследования стилю с реф-картинки. Я взяла свою иллюстрацию в качестве референса. В промпте я совсем не описываю стиль. Banana 2 вроде бы уловила общую казуальность, но результат мне не очень нравится. В сравнении с оригиналом стиль более жесткий и реалистичный по пропорциям. К тому же Banana проигнорировала нужный мне формат 16:9 и подстроилась под пропорции референса. Но растительность получилась достаточно приятной. GPT на этом этапе справился еще хуже. Освещение по-прежнему отличное, но нейронка навалила кучу шумных деталей в духе Midjourney. И сам стиль рендера совсем не то, что на референсе. Повторная генерация такая же. Далее я попробую другой метод работы с реф-картинкой. Сначала я попрошу нейронку описать мой стиль текстом, а потом уже этот текст использую как промпт. Результат в Banana без референса стал еще слабее. Появился резкий контур, формы потеряли объем и мягкость, растительность стала плоской. Посмотрим, что покажет GPT. К сожалению, результат не лучше. Все те же проблемы, что и с реф-картинкой, местами даже хуже. Пока что обе модели лучше всего понимают стиль, когда ты прикладываешь прямую ссылку на картинку, а не пытаешься описать ее словами. Но даже в этом случае Banana гораздо ближе к казуальному стилю референса, чем GPT. Возможно, потому что он ближе к ее базовому 2D арт-стилю. Также стоит упомянуть, что результат может очень сильно отличаться в зависимости от конкретной реф-картинки, даже если они в схожем стиле. Давайте подведем итоги.
чем GPT Image 2 действительно хороша. Она чуть точнее следует промпту. Это было заметно в тесте с позой, но разница на самом деле на грани погрешности. В остальном она справляется примерно так же, как банана. Стиль как будто бы меньше гуляет от генерации к генерации. Это плюс. Но что у GPT получается по-настоящему круто, так это прозрачный фон. Она умела это и в версии 1.5, а банана до сих пор так и не научилась. Также GPT все еще лидирует в работе со светом и атмосферой. Картинка получается контрастной и сочной из коробки, ближе к стилю Midjourney, тогда как банана выдает более блеклый результат. И если вам нужен эффектный 3D-стиль одним нажатием кнопки, это к GPT. Но если честно, для нас, как для художников, GPT Image 2 нет какого-то невероятного прорыва. Если вам не нужно делать инфографику или карточки товаров с текстом, а нужен чистый арт, она не сильно отличается от версии 1.5. К тому же у нее остался один жирный минус. Она до сих пор перерисовывает все изображение при редактировании. Для профессиональной работы это огромный недостаток. Банана в этом плане гораздо гибче. Она умеет менять детали, не трогая остальное изображение. Да, у нее есть проблемы с тусклыми цветами и падением качества после правок, но мы уже знаем, как восстанавливать детализацию. Смотрите мое прошлое видео. И самое главное, банана все еще лучше имитирует тот самый мягкий художественный стиль. GPT примерно такого результата добиться можно, но придется очень сильно попотеть над промптом. Ну и огромный плюс банана – это разрешение. В итоге, если вам нужно высокое качество, ручной контроль и мягкий стиль, оставайтесь на банане. Если нужны быстрые, выразительные 3D-иконки и пропсы или прозрачный фон, GPT Image 2 будет отличным помощником, как, собственно, было и раньше с GPT 1.5. Надеюсь, этот разбор был полезен. Не забывайте поддерживать видео лайками и подпиской. Жду вашей обратной связи в комментариях и обязательно заходите в мой телеграм-канал. Там я выкладываю много полезного по работе с нейросетями и не только. До встречи и пока-пока!